В этом видео мы слетали за солнцем в солнечную Молдову. Увидели много интересного, например, вкопанный в землю самолет Ил-18, пообедали в Кишиневе, несколько раз пересекли границу, не успели долететь до домашнего аэродрома до заката, поэтому пришлось немножко полетать ночью. И все это за один день. Единственный день за крайние месяцы, когда природа дала прикоснуться к небу. Это канал о том, как небольшое увлечение авиасимулятором привело к большой цели в жизни. Не так давно я получил свою лицензию пилота и, продолжая обучение, рассказываю о самолетах и людях, влюбленных в небо, а также делюсь своим опытом о процессе обучения полетам. С вами на связи канал «Мечты о небе». Полетели! По дороге на аэродром я проезжал Южный мост и увидел тот самый просвет, который обещал прогноз погоды и который давал нам реальный шанс улететь в визуальных условиях в город Кишинев. Прекрасное начало Нового года. 2 января мы вновь отправляемся в путь. На данный момент FoFlight нам показывает 600 метров видимости. Вот, у нас сейчас IFR тотальный, IMC, 600 метров. Frozen Fog еще. Да, Frozen Fog еще. У нас даже есть каваки с 10 до 11. Как сказал кто-то на аэродроме, что сегодня не летал разве что ленивый, потому что был небольшой просвет в погоде. Да и, собственно, я после длинного перерыва в полетах наконец снова приближаюсь к самолетам. Они уже совсем близко тут, в этом ангаре. Это та самая Cessna 182, ролик про покупку которой мы показывали вам год назад. Вообще шикарный самолет, мне лично очень нравится. Правда, к капоту присоединили какое-то неведомое устройство. Им оказалась печка для обогрева двигателя. Владелец самолета объясняет, используется минеральное масло большой вязкости, а оно холодные запуски ой как не любит. Ну что ж, предвкушение полетов чувство, конечно, шикарное. Но интересно то, что и сам полет тоже не разочаровывает, а даже наоборот. Обычно это что-то даже большее, чем то, чего ты ожидал. Лететь в Борисполь всего ничего. Нам дали на заход полосы 18 левую, 18 правую, насколько я понял, уже закрыто. Пожелали доброго утра диспетчерам Борисполя, а на перроне нас ожидал исчезающий вид из той эпохи, когда на 4 двигателя керосина не жалели. Грузовик Boeing 747. Также на перроне возле старого терминала раскинул свои крылья А330, работающий для компании Windrose, тоже грузовой. Впору бы и новый грузовой терминал, кстати, у нас в Борисполе построить. Единственное, кто подавал какие-то признаки жизни, были АТР-ки 72-600, совсем новенькие, из регионального флота «Роза ветров». По регламенту мы должны были выйти из терминала внутренних рейсов и пройти контроль на международные рейсы. Пока оплачивали обслуживание в аэропорту, я обнаружил, что наш самолетик зафиксировали споттеры, что приятно и за что им большое спасибо. На вылете мы увидели другой редкий самолет, в отличие от 747, это суперсовременный А-220, бывший бомбардье, принадлежащий компании Air Baltic. Взлетели и обнаружили, что скорость у нас всего 110 узлов, планировалось немного больше. Виной тому был ветер, а подняться выше было нельзя, мешали облака. Присутствовал также риск обледенения. Это те самые облака, которые уже больше месяца прячут от нас солнце. По прогнозу, ближе к центру Украины должен был быть просвет. Мы его обнаружили и сразу начали набор высоты. Стали хорошо видеть землю, и кое-где еще остались приземные туманы. Они были настолько низко, что из некоторых из них просто виднелись верхушки деревьев. Прикольное зрелище. Погода в Борисполе была ниже краевой облачности, было 1400 футов, и летели буквально мы 70-80 километров на юг. И видно, небо видно, и мы решили подняться выше. По высоте перформанс и качество самолета улучшается. Вот, и нам надо словить наилучшую высоту для полета. Вот мы выбрали на данный момент 4000 футов, и героически мы летим в Кишинев. Спид у нас увеличилась на секундочку на 15 узлов.
по подсказке Кишинева набрать 6000 футов на точку аттрек. Это сразу за точкой аттрек начинается опасная зона. Выше мы сейчас заберемся заранее, тем мы больше получим порцию встречного ветра. А мы от нее уходим, для того, чтобы у нас было больше ground speed. После пересечения границы начали готовиться к заходу и послушали робота с женским голосом, который беспристрастно начитал нам погоду в Кишиневе. Tango. Expect ILS approach. Net report. 09er. 30 Zulu time. Runway 08 in use. Runway 08 cleared. Голос предрекал нам хорошие условия на заходе. К нашему удивлению, обнаружили справа от нас на высоте больше наш неопознанный объект, которым оказался воздушный шар. Интересно, насколько холодно там на 8000 футов экипажу. На заход в Кишиневе нас поставили вторым номером, но наше огромное желание быстрее оказаться на земле победило, и мы пообещали ускориться. Диспетчер поставил нас первыми. Под нами проплывал незнакомый еще город Кишинев, и, судя по трафику на дорогах, пролетали мы над центром. Далее шли спальные районы, и там уже аэродром. Очень удивил вкопанный в землю старичок Ил-18. Интересно, с какой целью он используется, если вдруг знаете, подскажите. Возможно, для пожарных? Топа за нами приехал, пацаны, все серьезно. Прикольно также было наблюдать аэродром ЗИЛ. Он у меня ассоциируется с советскими аэропортами. Давненько такого не видел, разве что где-нибудь на свалках. Но он особенно классно смотрелся на фоне визаировских А320 Neo. Погодка шикарная, вообще не новогодняя. Ну, от того и хорошо на самом деле. Надо отдать должное аэропортовым службам. Нам вручили красивую шивку с информацией по предстоящему вылету назад в Борисполь. Там были натамы, карта ветров, а также другая важная информация. Мы оказались в суперуютном терминале. В нем просто отсутствовали свойственные хабам суета и спешка. И было много приятного декора. Пока ребята занимались своими делами, я пил кофе и кайфовал от терминала. И, конечно, от первого полностью солнечного дня за долгое время. Сбегали сфотогаться на фоне легенды, намертво вросшей в постамент. Приятно, что тут чтят авиационное наследие. Удалось покушать, и теперь надо покормить самолетик. Собственно, Руслан сзади заправляет. А на фоне где-то Визаир уже собирается улетать в какую-то европейскую столицу. Рядом проезжали крылатые старшие братья нашей Цесны. И после вылета Визаира аэропорт вовсе затих. Издалека были слышны лишь крутящиеся лопатки застывших двигателей самолетов, ожидающих, когда наконец снимут ограничения на полеты, и они на своем борту вновь по всему миру повезут пассажиров. На обратном пути снимать совсем не хотелось, а хотелось просто насладиться закатом. Пусть камера сама поснимает. И хоть полетать в этот раз у меня возможности не было, я получил интереснейший опыт международных полетов и наблюдал процедуры, связанные с ними. Я думаю, когда-нибудь мне это обязательно понадобится. Впереди уже вечерний Борисполь. Наше путешествие еще продолжается. Летим дальше в Девички. Девички – аэродром недалеко от города Переяслав-Хмельницкий. Одна из немногих небольших площадок, которая имеет собственную светосигнальную систему для ночной посадки. Ощущения захода почти в кромешную тьму специфические. Видны лишь огни ВПП, а что перед ними не особо видно. Тем не менее, все прошло успешно, и мы на земле. Поставили нашу птицу на место в ангар, а завтра по прогнозу снова туман. Так что не полетать. Хорошо, что прорвались сегодня. Что ж, будем ждать, когда небо вновь откроет полеты. Это канал «Мечты о небе». Подписывайтесь, ставьте лайки. До связи.